Я создал видео про лучшие способы легализации в Аргентине, но проблема в том, что оно за полгода уже стало неактуальным. Какие-то способы в том видео уже не работают, но вместо них появились новые. Мой юрист, с которым мы проводим уже по несколько консультаций в неделю, помог мне заново актуализировать все способы и упорядочить их в список. В начале этого списка будут способы легализации с наименьшей вероятностью быстрого получения гражданства Аргентины. А вот в конце списка будут способы с наибольшей вероятностью стать аргентинцем в ближайшее время. Но даже если из перечисленных способов ничего подходящего для вас не найдется, есть еще один секретный способ, который легализует и доведет до гражданства абсолютно любого человека из любой страны, в любом возрасте. И самое главное, что этот способ совсем недорогой и полностью легальный. О нем я расскажу ближе к концу, поэтому советую смотреть это видео именно в той хронологии, которую я вам даю. Но если вас интересует какой-то конкретный способ легализации, то для вас я создал тайм-коды. В описании к видео есть мой сайт со всеми услугами, а также другие мои ресурсы. Но мы начинаем. Vamos! Самое первое, что вам нужно уяснить про легализацию в Аргентине, это то, что резиденции здесь бывают двух типов. Временные и постоянные. Поэтому логично, что постоянные резиденции будут на самой вершине моего рейтинга. Временные резиденции, напротив, даются на определенный срок. И тут мне сразу хочется пояснить, чтобы вы не путались в терминах. Туристическая виза не является резиденцией. Туристическая виза дается на 90 дней и сейчас не может быть продлена, ну разве что в каких-то особых случаях. Теперь переходим к временным резиденциям и начинаем с визы цифрового кочевника, которая занимает последнее место в нашем списке, ну и вообще по сути не должна находиться в этом списке, а должна как бы выноситься за скобки. Чуть позже поймете почему. Эта виза выдается только удаленным сотрудникам, работающим официально, которые могут подтвердить это документами о трудоустройстве. Такая виза выдается всего на 6 месяцев и без права последующего продления. По сути, это транзитная виза. Если за 6 месяцев у вас не будет иных оснований, придется уезжать из страны или жить нелегально, чего мы, конечно же, не советуем. Но у этой визы есть два очень важных преимущества. Во-первых, эта виза выдается на всю семейную группу. Например, если удаленщиком работает только отец, глава семейства, то разрешение жить в Аргентине на эти 6 месяцев получает и его супруга, и его дети. А во-вторых, что тоже очень важно, эта виза по сути своей не является миграционной. Что это значит? Это значит, что вам не придется на ходу менять миграционные критерии, чтобы оставаться в стране на более длительный срок. Вы с этой визой еще не являетесь мигрантом, а по сути являетесь все еще туристом. Это значит, что если, например, вы за 6 месяцев родите здесь ребенка, либо поступите в аккредитованный вуз, или найдете любой другой способ получить постоянную или временную резиденцию, вам не придется делать въезд-выезд из страны, потому что фактически вы впервые решили обзавестись резиденцией. Именно поэтому я и говорил, что визу цифрового кочевника на самом деле нужно вынести за скобки. Если вы удаленщик с официальным контрактом, вы можете посредством обращения в консульство Аргентины в любой стране еще до приезда оформить визу. Также вы можете оформить эту визу, уже находясь в самой Аргентине, посредством обращения в миграционную службу в течение 48 часов после прибытия. Именно в простоте самостоятельного оформления этой визы, а также в связи с тем, что она по сути является продолжением туристической визы, наша команда не занимается этим типом визы. Зачем нам брать деньги за оформление того, что вы сами можете оформить буквально за один день? Далее в нашем списке идет пенсионная виза. Логика этой визы очень похожа на визу рантье, о которой я расскажу позже. Если у вас есть стабильный пассивный доход, который сложно потерять, то значит вы обеспечены, и по приезду в Аргентину вы не станете голодать, жить на улице или каким-то образом нагружать социальную сферу и бюджет Аргентины. Но так как я записываю это видео на русском языке для наших пенсионеров, пожалуй, мне нечего добавить сверх того, что я говорил в прошлом видео. К сожалению, данный тип визы не очень актуален для граждан постсоветского пространства. Ну, просто потому, что сколько должен получать пенсионер, чтобы позволить себе переезд и жить в такой уже недешевой стране, как Аргентина. Если где-то на Западе пенсионер спокойно может получать несколько тысяч долларов пенсии, то в наших странах Восточной Европы и Средней Азии, даже если будет немножко пенсионеров, получающих такие пенсии, на мой взгляд, это будет означать только то, что они за свою жизнь уже неплохо заработали в своей стране и вряд ли променяют свой высокий социальный статус
на иммиграцию. В дополнение к сказанному добавлю, что для того, чтобы вам одобрили пенсионную визу, ваша пенсия должна равняться не менее чем 5 минимальным зарплатам в Аргентине. На момент записи этого видео минимальная зарплата в Аргентине $210-215. Список необходимых документов и требований для получения этой визы можете найти на официальных порталах Республики Аргентины. Ну или записывайтесь к нам на консультацию. В отличие от визы цифрового кочевника, все визы, о которых я рассказываю далее, мы сопровождаем под ключ. Ну или даем вам комплексную консультацию, чтобы вы в дальнейшем сами смогли подать все документы правильно и получить легализацию. 6-е место занимает виза по лечению. Сразу хочется сказать, что вы не должны верить никаким источникам, которые заверяют о точном списке болезней или о точном списке медицинских критериев, которые с вероятностью 100% приведут вас к получению данной визы. Мало того, что список самих критериев постоянно меняется, так еще и каждый отдельный случай каждого отдельного человека рассматривается. Медицинская виза – это сложный бюрократический эпизод с задействованием реального человека, то есть мелкого чиновника, исполнителя, который будет вручную рассматривать каждый случай. Плюсом такой системы является, во-первых, то, что на момент рассмотрения вашей заявки уже после приезда в Аргентину вам обязаны выдать временную резиденцию на период рассмотрения. Из-за того, что бюрократическая машина устроена таким образом, что она не может дать вам ответ моментально, государство обязано предоставить вам легальное нахождение, пока ваш вопрос рассматривается. Минусом такой системы является то, что чиновник действует строго в указанных ему правилах и в привычных ему кейсах. Это значит, что если он сталкивается с чем-то новым, чего раньше не встречал, высока вероятность отказа, просто потому что это чиновник, и для него вы не живой субъект, который, возможно, заслуживает большего внимания к своей проблеме. Для него вы просто цифровой код, запись в деле, которое он рассматривает. На самом деле, для успешного получения медицинской визы обязательно одна или несколько из вещей, которые я перечислю ниже. Либо вам нужно самостоятельно уметь договариваться с чиновниками на испанском языке, либо вам нужно пользоваться услугами юриста, либо у вас должна быть часто встречающаяся проблема со здоровьем, которая не приведет к долгому рассмотрению вашего конкретного кейса и не приведет к отказу. Как я уже и говорил, список этих распространенных случаев постоянно меняется. Указывать его сейчас просто нет смысла, поэтому более актуальную информацию можно получить на нашей консультации. Наш юрист практикует 18 лет юридическую помощь релокантам, и, конечно же, медицинских кейсов у него было предостаточно. 5-е место. Рабочая виза. Исходя из названия, ее выдают, если вы работаете на аргентинскую компанию. Плюсом такой визы является то, что зачастую заинтересованный работодатель помогает вам преодолеть все бюрократические преграды. Это также косвенно подтверждается тем, что среди множества консультаций, которые мы уже провели, у нас почти не было кейсов по этому способу легализации. Как раз потому, что обычно работодатель почти все делает за вас, и помощь юриста как будто бы не требуется. Но если вы только собираетесь найти своего работодателя в Аргентине, то обязательно уточняйте у него самую важную вещь. Если этот работодатель в списке аккредитованных миграционной службой компаний, которые могут легализовать мигрантов. В Аргентине есть специальный реестр, называется он сокращенно RENURE. И если ваш работодатель ответит вам, что его компании еще нет в этом списке, то вы не сможете легализоваться в Аргентине по работе. Попасть в этот список на самом деле несложно. Если это большая компания с каким-то бэкграундом. Вы не можете попросить своего друга завести ИП и устроить вас на работу для легализации. Все компании строго проверяются перед занесением в этот реестр. Вторая важная вещь, которую вы должны знать, это то, что свое присутствие в этом реестре необходимо обновлять каждый Новый год. Это значит, что если у вас есть контракт, но руководитель вашей фирмы, например, забыл в декабре продлить эту аккредитацию, то фирма исчезнет из реестра, а вы вдруг станете нелегальным мигрантом. За этим достаточно строго следят, и это значит, что изменение вашего статуса не останется без внимания. 4-е место. Виза Рантье. Что же это за виза? Вообще, принцип ее схож с визой для пенсионеров. Если у вас есть стабильный, гарантированный пассивный доход, в данном случае от аренды недвижимости или от эксплуатации вашего капитала, например, крупных банковских депозитов, вы можете доказать это и получить данную визу опять-таки на всю семейную группу. То есть не нужно на каждого члена семьи иметь отдельную квартиру. Вообще это, наверное, самый популярный способ легализации
после рождения ребенка. И, наверное, именно поэтому вы не найдете этот способ в моем предыдущем видео про легализацию. Потому что из-за его мега популярности еще полгода назад массово отказывали всем желающим в получении этой визы. Вообще, насколько я знаю, насколько мне говорил мой юрист, было там множество случаев мошенничества и подделывания документов нашими мигрантами. И вот на время эту визу перестали давать. Сейчас уже, конечно, дают, но с внимательными проверками, так что не думайте, что если у вас есть старая бабушкина квартира в глубинке, стоимость которой, например, 10 тысяч долларов, то вы сможете сдавать ее, то есть нарисовать себе контракт на аренду, например, 1200 долларов в месяц. А именно столько необходимо иметь пассивного дохода на момент записи этого видео, то есть 5 минимальных зарплат. Сейчас все тщательно проверяется, есть риски отказа. Вспомните, что я говорил несколько минут назад про работу чиновников в Аргентине. При любом несоответствии или непонимании будут проблемы. Нужно помнить, что этот способ оформляется уже тогда, когда вы находитесь в Аргентине, а это значит, что времени что-то исправить, например, удаленно в своей стране, будет мало, да, и в целом это все очень сложно. В общем, советую обязательно обращаться к специалисту перед оформлением этой визы, а уж если у вас активы и вовсе не в недвижимости, а в чем-то в другом, например, в банковских депозитах или акциях, то поход к юристу вообще строго обязателен. У нас кейсов по ренте достаточно много, чуть ли не каждый второй, потому что способ на самом деле отличный, заслуженное 4-е место в моем списке. Идем далее. 3-е место, и у нас временная резиденция по учебе. Все, что вам нужно, это найти вуз, который имеет запись в реестре РЕН-УРы, о котором я говорил ранее, или готов внести себя в этот список. Еще классно то, что в случае вашего успеха вам дадут визу на всю семейную группу на весь период вашего обучения. Причем это работает не только с вузами, когда вы сами поступаете и легализуете себя и свою семью, но и в тех случаях, когда ваши дети, например, поступают в школу, и вы как родитель можете получить легализацию на период обучения вашего ребенка. Не могу не похвастаться тем, что для этого способа легализации у меня есть не только юрист, с которым можно заранее проконсультироваться, потому что да и в этом способе тоже есть определенные подводные камни, но также у меня есть классный специалист с большим опытом регистрации в учебном заведении, правильное составление писем, проверка вуза по базе, сравнение стоимости обучения, сравнение отзывов об обучении. Все это вы можете делегировать моему специалисту, и он все сделает вам под ключ. 2-е место и последний способ получить временную резиденцию вместе с нами — это то, что имеет общее название гуманитарные визы. Они разделяются на 2 основные подгруппы. В первой группе идут миграционные критерии, при которых вы сами должны доказать свою причастность к определенной ситуации. Например, вы состоите в сообществе, которое запрещено в вашей стране, или у вас есть свидетельство вашего преследования по политическим или религиозным мотивам. В таком случае вы можете обратиться за помощью к Республике Аргентина, доказать свою причастность к описываемым событиям, и Аргентина, конечно же, вам поможет. 2-я же подгруппа несет в себе миграционные критерии, которые вам дадут резиденцию только на основании общепринятых сведений, а лично вам не нужно ничего доказывать, потому что доказательства и так известны на весь мир. Большинство гуманитарных виз выдается на такой срок, что вы априори, получая их, в дальнейшем можете претендовать на гражданство, потому что вообще любой человек может просить аргентинское гражданство, если он легально живет на территории Аргентины 2 года. А большинство гуманитарных резиденций выдаются сроком на 3 года. На самом деле очень много различных критериев есть в гуманитарных визах. Это, пожалуй, вообще тема для отдельного большого ролика. И я сразу хочу сказать, что такой ролик будет на моем канале. Но прямо сейчас хочу вам сказать, что если вы чувствуете себя в своей стране небезопасно, если вы чувствуете ущемление своих прав и свобод, это всегда повод задуматься о том, не является ли это критерием для легальной миграции в такую страну, как Аргентина. На нашей консультации мы можем разобрать каждый отдельный случай, помочь вам понять, является ли ваша ситуация действительно подходящей, как оформить все доказательства, чтобы гарантированно получить желаемую гуманитарную визу. Все это разбираем лично, рассказываем, что нужно говорить должностным лицам, которые будут проверять вашу причастность к определенной группе. Все показываем, рассказываем. Да, к сожалению, иногда приходится проводить такие консультации, к сожалению, так бывает. Ну и завершая тему временных резиденций, на всякий случай скажу, что иногда Аргентина может и выдавать временные резиденции особо ценным специалистам, артистам, спортсменам, религиозным деятелям, писателям и так далее. Обычно это происходит по приглашению. Это вообще отдельная ситуация. Сейчас
сейчас про нее рассказывать не буду, но если что, знаете, что бывает еще и так. Ну а теперь переходим к постоянным резиденциям, которые все совокупно занимают первое место в нашем рейтинге. Вообще, что происходит с вами, когда вы получаете постоянную резиденцию в Аргентине? Вам выдается вот такая карточка, называется она ДНИ. Такая карточка есть у каждого аргентинца с рождения. Например, у моей дочери она появилась в первый месяц жизни. И это главный документ в Аргентине, с ним вы можете делать абсолютно все. Открыть счет в банке, завести бизнес, летать внутренними авиалиниями, покупать на местных маркетплейсах. В общем, внутри Аргентины вы можете все, кроме как голосовать на выборах. Все способы сразу же получить постоянную резиденцию в Аргентине связаны с семейными узами. Вы можете родить в Аргентине ребенка, и он, получивший гражданство по праву почвы, является вашим ближайшим родственником по первой линии, благодаря которому вы можете получить это ДНИ. То же самое происходит, если вы сами, будучи совершеннолетними, приехали в Аргентину к ближайшему родственнику, например, к маме, которая имеет гражданство или хотя бы такой же ДНИ. И то же самое произойдет, если вы найдете свою любовь здесь в Аргентине, среди аргентинцев, поженитесь, супруг или супруга является также родственником первой линии, и вы также получаете постоянную резиденцию. Кстати, я не зря сказал слово «любовь». Дело в том, что фиктивные браки в Аргентине заключать очень опасно. Вас будут проверять должностные лица, специально обученные психологи будут спрашивать у вас с вашим партнером по отдельности различные вопросы. К ним почти невозможно заранее подготовиться. И тут вы должны уяснить, что если в моменте вашей легализации будет обнаружен критически важный обман, тот же фиктивный брак, то, скорее всего, гражданство Аргентины вы уже не получите никогда. Также есть и свои исключения в таком способе легализации. Например, представьте, что супружеская пара, ну допустим, Артем и Вика, прилетели рожать ребенка в Аргентину. Но у них есть еще один ребенок по имени Сережа, которому 10 лет. И он не был рожден в Аргентине. Роды второго ребенка состоялись. Родители за пару лет получили гражданство. Но вот маленький Сережа вместе с ними получить паспорт не сможет. Потому что, приходя в суд и прося гражданство, Артем и Вика по закону Аргентины являются взрослыми людьми, которые осознанно делают свой выбор. Маленький Сережа, которому пока что 12 лет, еще не может по закону принимать такие судьбоносные решения. Поэтому и Сереже, и его родителям нужно будет дождаться момента, когда ему будет 18 лет, чтобы он также смог подаваться на гражданство. Вы, наверное, уже привыкли к тому, что я в конце каждого способа вставляю интеграцию своих услуг, и данный случай, конечно же, не является исключением. Даже если вы изучили все русскоязычные чаты, всю информацию, и если вы, например, поедете по самому известному и понятному способу родить маленького аргентинца, никогда консультация грамотных специалистов не будет лишней. Наша консультация длится не менее 2 часов. На ней мы обсуждаем не только вашу легализацию, но и в целом адаптацию. Какой город выбрать, в каком районе лучше жить, что лучше обязательно взять с собой, цены, обмены валют, преступность, изучение языка, самостоятельная аренда квартиры от собственника, покупка недвижимости, автомобилей, климат, погода, насекомые, еда и много-много всего другого мы обсуждаем, чтобы вы приехали в Аргентину уже практически как к себе домой. А что же там по секретному способу, о котором я говорил в самом начале? Способ, который способен легализовать любого человека. Такой способ реально есть. Давайте вернемся к разговору о медлительности бюрократического аппарата. На момент, пока ваш любой запрос рассматривается, вам разрешается легально находиться в стране. Если по итогу вам будет отказано в выдаче резиденции, наш юрист готовит и подает апелляцию в вышестоящую инстанцию. На момент рассмотрения апелляции вам снова разрешают легально находиться в Аргентине. Так как вышестоящих инстанций в Аргентине много, каждая из них рассматривает апелляции по несколько месяцев, вы легально сможете находиться в Аргентине 2 года, после чего подаетесь на гражданство, и пока вопрос гражданства рассматривается, вам опять-таки дают возможность легально находиться в стране. Как это выглядит на практике? Ну, допустим, у вас иногда случаются мигрени, и вы хотите лечиться от этого в Аргентине. Но обычные мигрени, конечно же, не являются основанием, чтобы получить медицинскую визу, и вам будет отказано. Подаем несколько апелляций друг за другом и доводим до подачи на гражданство. С этим способом можно легализоваться, даже если у вас есть судимость, потому что Аргентина запрашивает справки о несудимости из тех стран, в которых человек жил на протяжении последних 3 лет. Если до приезда в Аргентину
Аргентину человек с судимостью уже жил в миграции хотя бы 1 год, то по приезду ему достаточно протянуть 2 года и можно подаваться на гражданство. Если же он приехал в Аргентину из своей страны, где он был осужден, тогда ему нужно прожить в Аргентине не менее 3 лет и только затем подаваться на гражданство, потому что Аргентина в таком случае запросит справку о несудимости только из Аргентины, где человек и находился последние 3 года. Да, я ни в коем случае не призываю воров, рецидивистов, киллеров и прочих получать таким образом гражданство Аргентины, но все мы прекрасно понимаем, что любой, кто единожды оступился и совершил не тяжкое преступление, имеет право на второй шанс для нормальной жизни. Вот такие способы легализации будут наиболее актуальны в ближайшие месяцы. Те, кто смотрел мое более раннее видео на эту тему, наверняка заметят отличия. Именно поэтому я записываю для вас новые видео, чтобы вы имели более актуальную картину действительности аргентинской. Меня зовут Федор, я автор самого полезного и информативного канала про Аргентину. Вот тут вы можете посмотреть другие мои видео. Напоминаю, что все мои ресурсы есть по ссылке в описании. Берегите себя, люблю вас, адьос.